Приветствую вас на канале учебного центра по наращиванию ресниц Sunlook. Меня зовут Александр Гукасян, и сегодня мы с вами разберем тему, как правильно работать с патчами. Разберемся, как их правильно приклеивать, узнаем, какие патчи самые лучшие, какие проблемы возникают и как их избежать. Для начала разберемся, какие типы патчей существуют. Чаще всего в работе используют коллагеновые или гидрогелевые подложки. Также существуют различные другие, например, шелковые, виниловые или бумажные. Но по свойствам они практически не отличаются ничем от обычного пластыря для фиксации нижних ресниц, поэтому их мы рассматривать с вами не будем. Что же лучше, коллагеновые патчи или гидрогелевые? На самом деле и те, и другие хороши, и те, и другие имеют свои преимущества и недостатки. Чем они отличаются? Гидрогелевые патчи очень тоненькие, они хорошо ложатся, практически не соприкасаются с ресницами, с ними легко подобраться к уголкам глаза и вообще достаточно комфортно работать. Но если века у вашего клиента достаточно выпуклые или очень жесткие, плотные, упругие нижние ресницы, то такие патчи могут отталкиваться и сползать. Поэтому в данном случае лучше тогда будет использовать толстые коллагеновые патчи. Они практически никогда никуда не сползают, их не нужно фиксировать нигде по бокам, но за счет того, что они более толстенькие, ресницы из нижнего ряда смогут с ними соприкоснуться и работать будет немного сложнее. Также с ними сложнее подбираться к внутренним и внешним углам. Они могут быть совершенно разными по форме. Например, здесь вырез более плоский для более прямого века, например, азиатского. А здесь вырез более изогнутый для более выпуклого века. Также они могут отличаться по симметричности. Например, вот этот патч абсолютно симметричный. А вот здесь вот с одной стороны он более маленький, а с другой более широкий, для того, чтобы подобраться к определенному типу века. Чем больше различных патчей у вас есть, тем легче вам работать с разными клиентами. Теперь разберемся, как приклеивать подложки. Вне зависимости от того, какие патчи вы используете, коллагеновые, гидрогелевые или даже вырезаете пластырь по форме века, очень важно соблюдать одни и те же правила, чтобы подложка у вас не попадала в глаз и из-под нее не выбивались нижние ресницы. Давайте посмотрим на модели. Снимаем с нашей подложки защитный слой. Наша задача держать патч чуть-чуть в растянутом положении. Можно взять его вот так вот двумя пальчиками, можно взять двумя пинцетами, или, как и я, пинцетом и пальчиком. Дальше мы попросим нашу модель открыть глаза и посмотреть наверх. Из этого положения максимально хорошо видно расстояние от основания ресниц до начала патча. Чтобы облегчить себе задачу, можно попросить модель чуть-чуть подтянуть пальчиком веко вниз. И тогда патч у нас легче ляжет на нижние реснички. Я прикладываю патч и, не отпуская руки, в этом положении прошу модель закрыть глаза. Только в этот момент я могу отпустить руки. Чем лучше я растяну патч в разные стороны, тем лучше он будет лежать. После того, как я отпустила руки, он может лежать не идеально. Вот, например, может образоваться какой-нибудь пузырик, он может отслоиться у носа или на внешнем уголке. В этом нет ничего страшного. Вам не нужно сразу же пытаться его отклеить и переклеить заново. Для того, чтобы поправить подложку, мы ее аккуратненько отклеиваем от внешнего уголка. Чем сильнее мы отклеим, тем легче нам будет перемещать ее туда-сюда. После того, как мы отклеили, мы можем двигать ее параллельно веку влево, вправо, чуть-чуть сместить вниз и заново ее расправить. Посмотреть, что получилось. Аккуратно приподнимаем веко и проверяем, что никакие верхние ресницы у нас не попали под подложку. И никакие нижние ресницы не выбились из-под подложки. Если верхние ресницы все же оказались под подложкой, то в этом нет ничего страшного. Просто аккуратно подтягиваем веко, вставляем пинцет параллельно веку и аккуратно достаем реснички. Если нижние ресницы выбились из-под подложки, то не обязательно переклеивать всю подложку. Вы можете аккуратно оттянуть верхнее веко вверх, отклеить только часть подложки и с натяжкой приклеить ее назад. Если видите, что подложка слишком близко к слизистой, нам нужно ее опустить. Отклеиваем и аккуратненько спускаем ее вниз. Проверяем заново. Вот теперь все хорошо. Приклеивая подложку, располагайте ее примерно симметрично глазу. Если вы сместите ее слишком близко в сторону носа, то может получиться так, что она будет изгибаться, приподниматься, и у вас будет плохой доступ к ресницам на внутреннем уголке. Если же вы ее сместите слишком близко в сторону виска, то ресницы на внутреннем уголке будут выбиваться и могут склеиться с верхними. Если же вы используете большой патч, то положение строго по центру будет не очень удобным, потому что большая часть патча будет попадать на нос.
Поэтому, чтобы здесь он у вас не приподнимался постоянно, гораздо более удобным будет сместить его немножечко в сторону виска. Главное, не очень сильно. Вот из такого положения будет максимально комфортно работать. Теперь давайте разберемся, какие основные ошибки часто допускаются в работе с патчами и как их избегать. Кладем патч сразу на правильном расстоянии от слизистой, отпускаем руки и начинаем ее расправлять. Только после того, как она лежит идеально, мы просим модель закрыть глаза. И в этот момент подложка начинает сползать. И по сути всю работу нам придется делать заново. Вот такое положение будет неправильным. Несмотря на то, что подложка не касается белка глаза, она залезает на видимую часть конъюнктивы. Поэтому наша задача ее отодвинуть так, чтобы мы хорошо видели основание нижних ресниц. Однако изначально правильно приклеить патч недостаточно. В процессе работы, в зависимости от конфигурации века, он может сползать либо в сторону слизистой, либо наоборот, из-под него начнут выбиваться нижние ресницы. Поэтому, чтобы этого не произошло, подложку нужно постоянно проверять примерно каждые 20 минут. Вот такое положение подложки слишком близко, она касается слизистой и будет вызывать раздражение и жжение. Вот такое положение подложки слишком далеко, уже очень сильно выбились нижние ресницы и есть опасность склеить верхние с нижними. Вот такое положение подложки правильное, хорошо видно основание нижних ресниц, но при этом они не выбиваются. Если при проверке вы обнаружили, что у вас коллаген или гидрогель начал вытекать, это говорит о том, что патч контактировал со слизистой или ваш клиент плакал. Это в любом случае ошибка, и в этот момент нужно обязательно переклеить полностью весь патч. Однако иногда бывает, что как бы хорошо мы ни положили подложку, она все равно постоянно то приподнимается, то сползает, то нижние ресницы выбиваются и склеиваются с верхними. Это зависит от сложности века. На некоторых клиентах просто невозможно положить подложку идеально. Поэтому, чтобы облегчить себе задачу, можно воспользоваться пластырем и скомбинировать его вместе с подложкой. И сейчас я покажу, как это сделать. Берем патч и берем кусочек пластыря. Приклеиваем пластырь поверх патча. Теперь аккуратно вырезаем так, чтобы у нас получился небольшой зазор, примерно 1-1,5 мм. Теперь мы можем отклеить его от подложки и такую конструкцию уже приклеивать на нашего клиента. Такую конструкцию можно сделать с любым типом патчей, и с коллагеновыми, и с гидрогелевыми. За счет того, что у нас здесь есть зазорчик, вот этот 1-2 мм, нижние ресницы будут меньше выбиваться, а за счет того, что пластырь плюс подложка — это более жесткая конструкция, скорее всего, она не будет у нас приподниматься и сползать. Такую конструкцию мы приклеиваем так же, как обычный патч. Такой пластырь будет неудобно приклеивать, и в любом случае в каком-то месте он будет залезать в глаз. Когда мы приклеиваем пластырь поверх патча крест-накрест, мы перетягиваем нижнее веко и образуется щель. Туда могут попадать испарения клея и вызывать ожог слизистой. Поэтому так делать категорически запрещено. Когда несколько ресниц выбилось из-под патча, ваша задача переклеить правильно патч. Не пытайтесь заклеить их маленьким кусочком пластыря, потому что это может быть болезненно при снятии, а также он будет мешать работать. И очень важно помнить, что работа с подложками напрямую влияет на безопасность для глаз вашего клиента. Если подложка лежит неправильно, то у него может возникнуть сильнейшее раздражение, жжение из-за контакта коллагена или гидрогеля со слизистой. А также из-за неправильной фиксации, вне зависимости от того, какой тип подложек вы выбрали, испарения клея могут попадать на слизистую и вызывать сильнейший ожог. Поэтому к работе с подложками нужно относиться очень серьезно.
Если вы хотите сделать вашу работу на 100% безопасной для вашего клиента, добиться максимально продолжительной носки ваших ресниц, а также исправить все свои ошибки в работе, я приглашаю вас пройти онлайн-курс от нашей школы и дарю вам промокод на скидку. Если вы хотите пройти онлайн-курс со скидкой, напишите администратору по номеру телефона, который указан в описании к видео, и напишите «Хочу скидку от Александры». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки. С вами была Александра Гукасян. До новых встреч!